могу вам заправить. Да? Погнали? А едем мы в Калугу, в музей космонавтики, который основан самим Юрием Гагарином. Именно он заложил первый камень в его фундамент. Я вот всем говорю, кто не знает, это мост для животных. Вот животные по нему переходят трассу. Калужский стиль, эти автобусы. Только в Калуге можно встретить такие автобусы с газовыми баллонами на крыше. Смотри, Знамя Победы сделали из нескольких флагов. Вот она, Калуга. Да? Космонавт. Музей космонавтики. Памятник Юрию Гагарину. Точно такой же стоит где-то в Америке. Не помню в каком городе, но точная копия там есть этого памятника. Калуга, город контрастов, музей космонавтики и нынешняя современность. Борщ. Вот и борщ. Билет 450 рублей. Взяли мы билеты. Смотри, какая мозаика. Вот такой самолет придумал Циолковский в 1929 году. Этот самолет должен был садиться на любую поверхность. Интересно, что у него пропеллеры и спереди, и сзади. А эту модель самолета Циолковский сделал в 1895 году. Атлас дирижабля из волнистой стали. А вот сам образец материала, из которого делались дирижабли. Юношеские работы молодого Циолковского 1878 года, где он разработал такой прототип космической станции, которая должна была крутиться, вращаться вокруг своей оси, тем самым поддерживая гравитацию. Тут голова Ильича. Жидкостный ракетный двигатель РД-1Х3. Выход. Эта штука принимала сигналы со спутника 1 и спутника 2 и печатала их. Нам помогает двукратно-оптический зум, Костян. Да, третий искусственный спутник Земли запущен в 1958 году. Тут вот собачки, которые летали в космос. Это почему-то в воде. Это вариант моделирования невесомости. А это кинокамера, которая фотографировала животных во время космического полета. Да вообще, смотри, вот стенд ударных перегрузок. И собачка такая, что вот ее сажали туда и били ей об стену. Бедная собака. Ударную перегрузку испытывали. А вот здесь их смотри, собаки на центрифуге гоняли. Удачное приземление собаки отважная. Дезик и Цыган совершили первый суборбитальный полет в 1951 году. Сергей Павлович Королев с собачкой Рыжиком, которая совершила полет на высоту 110 километров. А вот собака Отважная и Снежинка, а с ними какой-то кролик. Это что? Катапультная тележка для собак. Катапульта для собак. Обалдеть. Такая стальная рама конкретная, блин. Столько клепок. Да, вот она, собака так вот садилась. Первая космическая путешественница Лайка.
Собаки Белка и Стрелка на рабочем месте. Готовятся к полету. Костя, посмотри, просто порода собак одна и та же везде использована. Порода? Пчелка и мушка, да. Ну, почему? Ну, вот они разные. Вон черные есть какие-то. Ну у них нос и вытянут. Все, ну вот, специфика собак Ну, практически. внешне они прям похожи. Хотя вот это черная. Чернушка и Стрелка. А это второй искусственный спутник Земли. Серег, ну-ка встань для сравнения, чтобы размеры было понятно. Короче, смотри, какая тема. Сейчас вот рассказал экскурсовод, что вот на этом спутнике летала собака Лайка. И вот для нее отсек был сделан специальный. И не планировалось вообще возвращение ее на Землю. Она должна была лететь, у нее какие-то приемы пищи были, там какие-то автокормушка. И в последний рацион пищи должен был добавлен быть яд, и она должна была умереть, эта собака. И, ну, она умерла в первые 5-6 часов после запуска от перегрева. Вот так вот собачка полетала. Станция «Мир», которая сейчас плавает в Тихом океане, но плавает это громко сказано, потому что она сгорела в атмосфере, когда была сброшена с орбиты. Орбитальный комплекс «Мир». 124 тонны. Ну, не очень тяжело. Из легких материалов делали. А это первый аппарат, который достиг второй космической скорости. Называется «Луна-1». И пролетел в 5-6 тысячах километрах от Луны. Зонд «Луна-2» был запущен для фотографирования поверхности Луны. Очень большая машина. Космический корабль «Восток». Кресло катапультное и спускаемый аппарат космического корабля «Восток». Тут обшивка, которая горит в плотных слоях атмосферы. Ну вот, это там крышки из оргстекла, а вот здесь оригинальная крышка с какими-то заклепками. Что-то типа текстолита, да? На ощупь. И оригинальный иллюминатор. Макет космодрома Байконур. Скафандр для выхода в открытый космос. В иллюминаторе Ничего не видно. ничего не видно. 9:42. В тени. Самочувствие хорошее. Интересно раскрашена фотография. Вот идет черно-белый Юра Гагарин по красно-зеленой дорожке на черно-белом асфальте. Вот спускаемый аппарат Юрия Гагарина, в котором он приземлился. Примерно такой вид был у него перед глазами. Тут, конечно, все бликует от стекла. Ничего себе! Костян, что мы с тобой луноход везем. Офигеть! Слушай, тут прям столько всего. Тут смотреть не пересмотреть. Смотри. Прикольно. Да. Туалеты с музыкой. Ракетные двигатели. Слушай, РД-180 тут будет? РД-214. Луню в конце. Где? Здоровый. Увидели Протон и поняли, какой он все-таки огромный. А тут у нас кабинет Королева. Циолковский же, да, у нас? Там Циолковский висит, Ленин, телефон, часы, какие-то фирмовые часы интересные. Прошу вас предоставить мне отпуск. Отклонить. Отклоните, да. Но это реконструкция. На самом деле, вот фотка. Подписано, что это такое. Очки академика Глушко, часы Королева, логарифмическая линейка академика Кузнецова.
Еще один кабинет. Подписан как рабочее место конструктора. Макет Луны. И точки, где остались лунные аппараты, да? Вот Луна 13, Луна 8, Луна 7, Луна 17. То есть приземлилась только вот эта вот часть от Луны 9. Маленькая часть всей станции. Для сравнения, сама станция имеет вот такие размеры. Смотри, Серег, луноход 2. Интересно, из сеточек каких-то. Это вот такой грунтозацеп был. Короче, это ранфлет. Гироскопический прибор предназначен для построения неподвижной системы координат космической станции «Луноход». Гироскоп. Только я подумал, хотел сказать, что нету здесь ни образцов, ничего. Вот частички лунного грунта, доставленные станциями Луна-16 и Луна-24. Станция Марс-3, а это ее тормозной конус. Станция Марс-3, вид с другой стороны. Вот это двигатель второй ступени. Офигеть. Масса двигателя 3,5 тонны. 3,5 тонны. Блин, тут жить можно. Оказывается, это не тот Протон, которым доставляют грузы. Это искусственный спутник Земли Протон. Длиннофокусный фотоаппарат Агат-1. Вот это фотоаппарат. Это один из модулей космической станции «Мир». Тут еда. Слушай, это иллюминаторы все, да, вокруг? Да, вот там иллюминаторы, они оттуда их фотографируют Землю через них. Скоро вместо союзов будут использовать вот такие аппараты. Это опытный еще аппарат. Продолжительность автономного полета 30 дней притянут. Ну вот, смотри, на 6 человек ковши прям лежат. И вот до сих пор тут такие спусковые Вот, аппараты? ну вот, до Ну сих да. пор на них. Вон, видите, все, приземлился. Вот сейчас он на место встанет. Вот идите, посмотрите, как там сейчас все мы видим. откроется. А это то, что упало с неба и положили в музей. Ну, в общем, посетили мы музей космонавтики. Очень круто, но очень много экспонатов. Короче, надо сюда приезжать на весь день и просто лазить по всем экспонатам, смотреть, читать. Очень интересно. Скоро приедем. Еще раз.